красиво светит свет. Как много света в Осиповичах. Красота. Иду смотреть, проедем мы сюда или не проедем. И, как видите, ай-яй-яй-яй. Вся дорога засыпана снегом. Не проехать. Глубокие мы не пройдем, ребят. Не могли долго пробраться в нужное место. Искали, где заехать, как заехать. И по итогу просто уже решили, либо рискуем, либо едем домой. Рискнули и проехали. И проехали. Дастер просто красавчик. Просто красавчик. Ух, камень какой-то, наверное, там, блин. Снег продолжает идти. Видите, на рыбалку приехали, на место приехали в 3 часа ночи, ребят. В 3 часа ночи мы приехали на место. Вот следы какого-то животного. Кто знает, подскажите, чьи это следы. Похоже, может, на зайчика или на кого. Оп. Сейчас проберемся к реке, посмотрим, что тут у нас. О, какой глубокий снег, посмотрите. Да, машина, конечно, если бы это было все твердым, то машина бы не прошла, мы бы дерли это. А так снег мягкий, мы и прошли. Да, мост какой-то. Аккуратно, зайка, аккуратно. Туда не ходи, туда не ходи, не ходи. Стой, нельзя. Ребят, ну и, как вы видите, уже какие-то закраины есть. Короче, не знаю, получится ли потом половить или как. Но это самые настоящие закраины. Интересно, конечно. Ребят, место незнакомое, поэтому нужно себя вести предельно осторожно. Здесь у нас лед. Как видите, да? И первое, что я делаю, это проверяю его толщину. Посмотрим, что там левее чуть-чуть. Ребят, это река. Это река, а это ее закраина. Сейчас посмотрим, лед это или нет. Это интересно даже. Ну, это лед тоже. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Сейчас я нахожусь на реке Птич. Нахожусь в Минской области, возможно, в Могилевской области. Недалеко, можно так сказать, это Осипович, наверное, километров каких 50-60. Неважно, друзья. Я нахожусь в абсолютно новом месте. Могу вам сказать, что здесь какие-то закраины, какой-то лед. Я абсолютно не понимаю в темноте, что здесь такая за картина. Единственное, что я понимаю, что нужно, если я хочу что-то делать, что-то пытаться ловить, даже если я хочу поставить какие-то жерлицы, то нужно это, естественно, делать, когда рассветет. Главное заночевать, отдохнуть. Может перекусить. И все, буду делать пяту. Палатка, ребят, установлена, да. Пока не включили отопление, нужно вымести отсюда вот этот вот весь снег, потому что иначе он растает и пипец, будет все в снегу. Ну и осталось крышу, естественно, поднять. Ребят, труба, знаете, для чего вот так прокаливается? Для того, чтобы тяга появилась. Потому что если труба холодная, тяги нет. Конечно, ребят, вы ничего не увидите здесь, потому что сейчас пока кромешная тьма. И единственное, что вы можете увидеть, это то, что идет сильный снег. Он очень быстро собирается на палатке. Прицеп уже весь в снегу. Машина уже вся тоже в снегу. Все в снегу, короче, ребят. Смотрите, сколько уже снега. Бум.
Много снега намело. Почти готово все. Брикетики потихонечку распаливаются. Потихонечку что-то идет. Вот здесь пачка лежит. Здесь воду поставили рядышком греться. Там живец. Поехала на рыбалку вот так вот ночью в 4:30. Сейчас сожру бутерброды. Все ради танца. 2 часа или 3 мы искали место. И потом все-таки набрали смелости, надели подгузники последние, которые остались там где-то, и заехали по снегу. Как выйдем, я не знаю. 8:30 утра. Давайте выйдем посмотрим, как нас замело. Снег до сих пор идет. Ребята, снега выпало просто пипец. Посмотрите, какая шапка огромная. Ё-моё. Смотрите, какое место интересное. Дурачок. Морда-то лохматая, да? Я поставлю таблички. Нужно быть предельно осторожной. Сейчас оператору в руку обязательно веревку. Почему? Потому что мы приехали в это место, проехали, тут старик. И пока мы, бляха, спали, сюда успели пробраться местно. Машину оставили там, и на этот старик, на котором я хотела ловить. Он совсем маленький, но они на этот затон стали. Ну, что ты делаешь? Если уж и пойду, так меня хоть кто-нибудь вытянет, я надеюсь. Дорога. Трохи здесь. Что мне надо? Мне надо сейчас, ребят, выйти на закраин. На ее край, точнее, выйти. И поставить пару зернышек. Расскажите. Ребята, у меня поводок длиной 30 сантиметров. Пошел ты в жопу. Не походи. Вот стой там, где там стоишь. Назад!
ребят, очередная. Пошли в Старик, ночью планировали, приехали сюда. Сначала я думала плавать на спиннинг, жерлиц, естественно, брали с собой. Здесь старичок, но, видите, поздно встали. Так, теперь приходится ставить там, где приходится, так сказать. Приехали в лес переночевать, называется. Ты меня держишь? Подожди. Оп. Оп. Все жерлицы установлены на карася, другого живца у меня нет. Рыбалка сегодня вот такая вот будет. Если что-то поймаю на жерлицу, то поймаю. Если ничего не поймаю, ну, то значит ничего вообще не поймаю. Доехали до такого интересного места. Единственное, что решили не размещаться на горочке. Машину оставили здесь, уже сюда наверх не полезли. Палатку поставили здесь. Ну, а здесь вот видно... Летом есть хорошее место какое-то для отдыха, потому что такая довольно высоко расположенная поляна прямо возле Старика. Вот. Много-много-много лапок всяких диких животных. И вот здесь вот у нас Старик. Вот здесь вот у нас старичок. Собака бежит. Вот здесь вот я кинула 3. И вот там у меня закраина, вон там. Я кинула на ней 4 штуки или 5. Куда пошел? Рыжина. И вот здесь вот еще на полянке вот такое предупреждение от БТПР стоит. Будь в природе другом, убери за собой. Вот так. Нарушение. Если будет загрязнение территории, на которой вы рыбачите, штраф может достигать 20 базовых величин. На самом деле, если бы кого-то штрафовали почаще, возможно, было бы везде меньше мусора. Потому что реально сейчас мусора везде много. Штрафовать надо. Прикиньте, как можно золотиться на таких штрафах. На свинушках. Неожиданный рейд на любое людное место. А с такими успехами, ребят, можно было и 40 километров от Минска отъехать. Ну, потому что, я реально не ожидала, что мы заедем в такое место, и все равно сюда кто-нибудь приедет. Ну, типа, бляха-муха, я не знаю. Я не знаю, как так получается. Тут вообще вокруг лес везде. Тут если до населенных пунктов просто, я не знаю. Нормально. Сначала хотела приготовить что-нибудь на улице, но поняла, что в такой мороз, -6, у меня просто-напросто замерзнут руки и замерзнут продукты. Готовить буду тогда в палатке, убрали уже раскладушки. Значит, помогать сегодня мне в приготовлении будет мой новый стол. Наконец-то я его использую, чтобы вы понимали, в чем разница. Просто посмотрите, какой этот маленький столик и какой этот большой стол. Я не говорю, что маленьким вообще не буду пользоваться. Это тоже один из моих самых любимых столиков, один из моих самых любимых аксессуаров. Но этот стол тоже обалденный. Сюда же, ребят. Сейчас натрем чесночка. Чеснок и укроп. Сейчас начнется майонез этого вредно.
Может, я не права, я не знаю. Сделала вот такую длинную колбаску, и теперь раз, да, ага. Короче, с одной колбасы вот такой вот, с одного лаваша может сразу с одного оборота по 3 штуки получится. Раз, два, 3, 4, 5 этих колбасин. И второй по плану у меня фаршированный кабачок. Фаршированный будет овощами. Это морковь, лук и сам кабачок. И курочка. Главный ингредиент здесь это курочка. Делаю вот такие вот надрезы, чтобы можно было как можно легче отсюда достать внутренности. Если где-то большие семки, я выкидываю. Если где-то просто какая-то вот мякишка, которую можно нарезать и обратно ее вернуть, размельчив, я ее, опа, сохраняю. Всего у меня из 2 кабачков получится 4 вот таких вот лодочки. Кабачок и морковочка перемешиваем между собой. Лодочка. Красота. Красота. Просто. Вот такие вот лодочки из фольги получаются. Сейчас с каждым кабачочком проделываю ту же самую процедуру. Значит, кабачок достала внутренности, выложила сверху курочку, потом нафаршировала сверху овощами. Сверху вот сейчас тоже в заключительном этапе я добавляю сыр. И это все дело заворачиваю. Вот так. Так. И вот так. И значит, ребят, это буквально по пару минуток, наверное, с каждой стороны. Курица по 10-15 минут нужно переворачивать, где-то около получаса готовить. Ребята уехали уже где-то до часа. Я переставила там пару жерлиц по их лункам. Ну, почему ледобура нет? Нафиг надо, там лед у них тоже оказывается тонкий, такой же там же, где и я на закраинах хожу. Так что, блин, сумасшедшие мы все. Прошло минут 7. Сейчас проверим. Ой, ребятки, посмотрите, какая красота получилась. Сыр поплавился, я думаю, что этого достаточно. Сейчас перевернем, посмотрим другой стороной, что там с обратной стороны у нас. Смотрите, какая красота.
Вот эта штука, она вкусная и холодная, и горячая. Только когда горячая, из-за сыра лаваш мягче становится. Ну, типа с корочкой, непонятно, как это работает. Это очень вкусно. И еще давайте посмотрим, что тут получилось с штукой с бутербродами. О, какая красота, видали? С обратной стороны. Короче, можно, ребят, и на костре, и на плите. Ну, красота, согласитесь. Выкладываю 2, выкладываю 3. Угли, мне кажется, плохо жар дают. Выкладываю 4. Все. Переворачиваю первый раз через 10-15 минут. Ребят, переворачиваю это все дело. Собираю с собой дорогу. Сейчас в Минск ехать часа 2. Бутрики, чаек, фрукты, киви, мяту и апельсин. Вилочку. И вилочкой курочку проверим, приготовилась она или не приготовилась. Смотрим. Сейчас. Очень нежно получилось. По-моему, готово, ребят. Все, ребят, лодочки готовы. Поглядываю периодически на поставушки. Смотрите, ребят, какая вкуснотища получилась. Вон, нормально открыли. Красота, правда, ребят? Красота, ребят. Вот эта вся чача сверху, она сейчас стала, наоборот, замерзать. Понятно? Уже сковал лед, ты видишь? Уже успел сковать лед. Ой, живца нет. И живца нет. Значит, был удар. Вот. Здесь какой-нибудь тоже похоже, как будто что-то ударяло. Вот такая вот необычная рыбалка, поездка ночью на утро получилась. Это был, конечно, прикольный отдых. Если вам нравятся такие видео, если вы любите экстрим, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Будьте осторожны, берегите себя. Пока!